Типа чувак, технологии, чуваки. Не уходи, чувак. Башка чувака. Два чувака. Не, чувак. 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 Короче, не попал я на полет. И еду обратно с работниками авиакомпании на последней маршрутке в Канкун. А до тех пор, пока я не смогу куда-то улететь отсюда. Решил, короче, сделать себе приятное, снять какой-нибудь хостел с прекрасным видом, открываю номер и понимаю, короче, что номер совсем не тот, как на картинке. Прихожу к чуваку и говорю: чувак, типа, не то что-то. Он такой: вот эти все номера заняты, а вот, короче, только этот свободен. И вот вам чит на любой случай жизни, когда что-то идет не так. Просто вежливо объясняйте свою точку зрения. Вам говорят любую ерунду, вы просто слушаете и говорите: хорошо, так каким образом вы можете мне помочь в этой ситуации? Может быть, можно попросить какого-нибудь менеджера? И ваша самая большая задача — не уйти, не закончить, потому что их основная цель — это то, чтобы вы ушли. И после этого у вас все хорошо, потому что я после этого получил шикарный номер пентхаус, по которому я сейчас хожу, и вот вам результат. Чё, очень крутая тема, короче, в этом хостеле. Это труба, по которой ты, если ты в говно набухался, можешь вот так вот прокатиться и упасть прямо в бассейн с пираньями. Ну, это, конечно, не пираньи, но это какие-то странные рыбы, типа рыбы-иголки, я не знаю. Типа, не надо кормить крокодилов и трогать их, и вообще, короче, отстаньте от бедных животных. Они реально существуют. Не уплывай, пожалуйста, пожалуйста, не уплывай. Нет, не уходи, чувак. Он ушел. Ну вот, короче, чтобы вы понимали, вот я вот нахожусь вот здесь. Вчера я должен был улететь из Мексики, но, как видите, не срослось, что у меня была пересадка через Мадрид, и мне сказали, что, типа, чувак, Мадрид не пускает иностранцев, поэтому пошел бы ты на. Это было прям очень дико странно, потому что суть в том, что ни Киви, в которых я купил билет, ебаные пи***ы, такие, короче, не могут ничего сделать, потому что, ну, типа, тебя же авиакомпания не пустила, мы тут ни при чем. Авиакомпания тоже, короче, такая, типа, закрылась, типа, мы не знаем, это, короче, страна. Это не самая большая херня. Проблема в том, что это уже не первый раз я пытаюсь лететь. Я с 15 мая пытаюсь лететь, я купил билет у турков. И они сначала отменили один рейс. Я, соответственно, его перенес. Потом они отменили его еще раз. На 4 июня я его перенес. Они отменили его перенесли на 11 июня. И отменили его нахуй. После чего, собственно, меня бомбануло, и я купил другой рейс. Я купил билет у Тинькофф и купил страховку, потому что я же понимаю, что, ну, всякая пиздня случается, да, нормальное как бы дело. Оказывается, страховка, в которой четко написано, что, типа, за отмену рейса вы должны получить какие-то деньги, не учитывает отмену рейса по причине авиакомпании. И у меня, короче, теперь есть несколько врагов. Во-первых, это Киви, во-вторых, это Тинькофф, и в-третьих, это Аэромексика. О, магазик с буррито, короче, это, наверное, единственное, что вообще здесь работает. Канкун вроде немножко открывается. Вот на этой стороне хостел, в котором я живу. Блин, я так давно не был в Ристике. Особенно в таком. Я хочу буррито. И буррито стоит... Вот столько стоит буррито. Йо, мафака, я взял тачку и снял хостел или хотел. И вот там... Вот, что я, по сути, хотел показать. Вообще, это, по-моему, самое топовое местечко Канкуна я выбрал. Селина Хостел. Еще и закат вообще пришелся, как никогда, кстати. Ну что, какие-то есть плюсы в минусах, да, получается? Я практически один в огромном хостеле. Я хожу по нему, я сейчас 15 минут прошел, не было ни одного человека, было только 8 игуан,
больших и еще маленьких. Блин, какие же они крутые. Они, короче, вот ты садишься, типа, завтракать такой. Вот здесь вот. И они постепенно вылезают из всех углов. И так медленно-медленно идут в твою сторону. Ну, типа, вообще невзначай такие, знаешь, идут. Вот эти вот приходят. Офигеть. Такие, типа, ну, я тут просто похожу, короче, что, может, еды какой-нибудь перепадет мне. Так, расстановка сил. 2 игуаны. 2 чувака. Хотят съесть картошку. Чья будет картошка? Всем привет, меня зовут Николай, я собственник компании Планета Экзотики. Занимаемся продажей рептилий, амфибий и других экзотических животных. Нет, нельзя давать к рептилиям картошку фри. Она жирная и может вызывать цирроз печени, рептилии очень плохо переваривают жирную пищу. Ну, во-первых, я не ем мясо, поэтому мне кажется, что мясо это в принципе не будущее. А мясо из пробирки, не знаю, нет, мне это не нравится идея. Мне кажется, что это есть куча подводных камней, и лучше есть нормальное мясо, если ты выбираешь есть мясо. Я за естественность, и я бы себе ничего не гемодифицировал, понимаю, что это скучный ответ, но мне устраивает все, как оно есть. Огонь! Все, блин, вас обманули. В общем, в хостеле везде пишет «социально дистанцируйся». Все переходят на цифру, поэтому напишите нам в чат. Так круто, что ты можешь наконец-то переходить в онлайн. Значит, вместо завтраков они, поскольку здесь не готовят, они предлагают тебе просто купить всякой ерунды. Вот. Вроде как кофе бесплатно зато. Пойдем купить еды. Ну, вообще прикол. Ну, то есть во всех магазах, естественно, нужно надеть маску и смазать руки кремом. Но это не самое главное. Самое главное, что здесь, короче, я смазываю руки кремом, и я чувствую, что блин, сука, текилой пахнет, а не спиртом. Они, короче, реально антисептик на текиле хуячат. Серьезно. Жалко, запахи не передаются. О-хо-хо. Ты, конечно, можешь тусоваться в Канкуне вечером, но делать тут нечего практически. Даже Макдональдс закрыт, хотя официально на сайте было написано про 10 часов. Но нет. Что-то не хочет он работать. Полиция что-то мониторит. Надеюсь, до меня никто не доебется. О, тут вообще прям все разъело. Короче, это самая главная улица Канкуна. Самая веселительная, главная улица Канкуна. Сегодня у нас 15 июня. Вот так вот. Поэтому, походу, придется пойти домой, просто заказать что-то в Uber Eats, и, слава богу, он работает. И это круто. Потому что это технологии, чуваки, эти технологии, это будущее. Будущее за доставкой, за всем вот этим вот. A little bit. Texas, Oh, but great. now I live here in Cancun. Okay. How old are you? Like, 56. great. So you have a lot of experience in restaurants. Yes, I do. How many years? 10 years already. Do you have like delivery? Yeah. Yeah. We take to the hotel, to the room. Yeah. Everybody, or else you'll come over here. But we get calls left and right. Yeah. And have you had delivery before coronavirus? Oh yes, we did. Yes. Yeah. So you expected that it's a future? Yeah. Like, yeah. Okay. Right. And what do you think about like robots, artificial intelligence? Do you think that in the future we will have more like robots serving people in the restaurants? I think so. Yeah, I think so. Yeah. What do you think about the artificial food, artificial meat? You know Beyond Meat company? Oh, okay. Yeah, so they do artificial steaks. Oh yeah, they do. So do you think it's a future? Because most of the diseases come from like animals, and if we will eat, you know, this artificial meat, do you think it's like helping? No, it's not gonna help at all. You need to eat fresh meat anyway. You know, it don't matter what you eat.
You know, the diseases they're here for years and years, man. You know, that's Right, not right. gonna change. Have you had a delivery in the restaurant? Since the quarantine starts, everything got closed, so we start to delivery service. You have not had delivery before. No, not really. We didn't need it before. When everything will be okay, Yes. will you still have delivery? If we need to keep that service, Are you agree with lockdowns, with all these things, or you think like it's too much? It's too much. Much. So more here is like it's happening to the hurricane, but hurricane is only for 2 weeks and that's it. But this one is like 3 months. It's a lot. Just have the QR code with the app on the Okay. cell phone. You reach it and send you to the website so you can see our menu. Instead of the menu in the hand, all the people can have the contact with the menu. Only with the cell phone. You started before Corona or No, when? we improved this with the coronavirus. Hi, my name is Manuel Garcia. I'm from Mexico City. I have 25 years in Cancun living. And in this restaurant, Casa Tequila, I have 10 years, but the restaurant has 20 years in Cancun. The name is Casa Tequila. Some people here. Right. Okay, projectors. Okay, protectors. Thank you. Ну, понеслась. Я такой лох, короче, я только что записал охуенное интервью с владельцем, ресторана, короче, про все. И кончилось место на телефоне, и походу это нихуя не записалось. Но мы же делаем из минусов плюсы, так? Поэтому я позвал самого мексиканского чувака и спросил у него вопросы про будущее ресторанов. Встречайте, его бар входит в 50 лучших баров мира. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Николай Киселев, я представляю бар Эль Копитас, бренд Мистер Мурка, Палома Кантина и такое движение Ямы Доставка. Во время пандемии, конечно же, мы делали доставку, это случилось по необходимости, и мы, все владельцы бара, стали развозить как курьеры еду. Hi, my name is Ray White. I'm a Russian bartender from St. Petersburg that for last 8 years working in Tel Aviv. Behind the bar around 14 years. Bar manager, building cocktails, making people drunk and happy. В каких-то отраслях, возможно, заменят. Может быть, в отелях, может быть, какие-то сервисные дела, в самолетах, поездах. Возможно, заменят. Ну, а вообще, честно, я все-таки до сих пор считаю, что люди в заведениях приходят к людям. I don't think so at all. It's very stupid. This is the thing of our profession. We need to communicate with people. If the robot will do it instead of me, it's not making any sense. Online bars, yes, I think they have a future, but much smaller than in the Corona time, because if people can go out and touch each other and hug each other, it's much better. But if we will have a lockdown again, maybe in this case, all this Zoom will work again. Ты сидишь дома, тебе привозят напитки, ингредиенты, закуски. Ты можешь параллельно выходить в онлайн с друзьями, и перед тобой и бартендер, а то и два, а то из лучших баров в мире. И ты прекрасно проводишь время. На мой взгляд, это великолепная история. To tell you the truth, I wish it's going to happen because I don't like the people killing animals to eat them, but I'm sure it will not happen because so many people are pro-meat lovers and they will never let it go. Думаю, что пока что нет. Ну, не знаю. Тут же все от состава зависит, от микроэлементов. Но все равно я за натуральные пищи. То есть за натуральные овощи, если это овощи, и за натуральное мясо, если это мясо. Ну, надо пробовать, наверное. Вот. Да, надо пробовать. Блин, золотые слова. И даже вы сейчас можете попробовать бургеры Beyond Meat. Они продаются даже в теремке. Что такое Beyond Meat? Это, в принципе, инноватор в индустрии искусственного мяса. И это те чуваки, с помощью которых я заработал чуть ли не на полпутешествия. Но про это вы узнаете позже. Но это только вершина айсберга. В индустрии фудтек есть больше 100 компаний, которые делают
искусственные бургеры, искусственные стейки, искусственные креветки, искусственного лосося из водорослей, батончики протеиновые из насекомых и даже целый open-source инкубатор, при помощи которого можно растить мясо на Марсе, блин. Да, они, наверное, не такие вкусные, они не такие полезные, в них недостаточно каких-нибудь микроэлементов. И, может быть, если мы их съедим, то у нас вырастет какая-нибудь генно-модифицированная, о боже, рука. Но, блин, так развиваются все технологии, это нормально. Вспомним первый iPhone, он тоже был не особо-то заебатый, да? И посмотри сейчас, он везде. Ну и чтобы все расставить на свои места в следующем видео, мы перенесемся в самую первую серию, которая началась с очень простого вопроса, лично для меня. Вот я 15 лет что-то делал, какие-то технологии, и мы все какие-то штуки изобретаем. А нужно ли это все людям? Нужно это все миру? И вообще, нафига это все нужно? И с этим вопросом я просто отправился в годовое путешествие по миру, с целью узнать ответы на эти вопросы и на многие другие вопросы, которые как-то сформировались по ходу этого всего путешествия, общения с людьми и так далее. Слушай, а как ты думаешь, вот искусственный интеллект, он сейчас нас всех поработит, да? Подписывайся, и ты узнаешь путь, который я прошел в течение этого года, и все, что каким-то хреном свалилось в мою голову после этого безумного путешествия. Да, и вы можете на все повлиять, как минимум на этот сериал, потому что это первый интерактивный YouTube сериал. И хэштег «Я так хочу, чтобы...» Вы пишете, что вам не нравится, что исправить, и мы это делаем, потому что все зависит только от вас. Или... Я принимаю этот бой. Что сделал ты? А, черт побери, я не верю, я в Европе, я в Амстердаме, я летел сюда, 11 часов из Мехико и еще до Мехико 3 и еще с пересадкой, я уже больше суток, перемещаюсь. И отсюда мне нужно сейчас вот скоро лететь в Мюнхен. В Мюнхене еще сидеть 18 часов. Такая тема. Везде проверочки,